Все вокруг говорят о том, как избегать токсичных людей, как защититься от энергетических вампиров, как распознать манипуляторов. Но задумывались ли вы хотя бы на секунду, а что если этот вампир – вы сами? Что если именно от вас люди уходят опустошенными, а вы даже не замечаете этого? В прошлом видео мы разбирали, как распознать энергетических вампиров – жертву, нарцисса, критика, драматурга, манипулятора. Мы учились видеть их в других. А сегодня мы сделаем нечто более смелое. Попробуем взглянуть на себя со стороны, без осуждения и самобичевания. Мы посмотрим на корни наших собственных токсичных паттернов и найдем решение, как перестать быть тем человеком, который высасывает энергию из окружающих. Почему мы становимся вампирами? Давайте начнем с главного. Никто не рождается энергетическим вампиром. Это не врожденное качество, не проклятие, не судьба. Вампиризм в отношениях – всего лишь выученная стратегия получения внимания, любви и признания. Стратегия, которая когда-то сработала, закрепилась и теперь работает на автопилоте. Представьте ребенка, который понял, когда он жалуется, мама бросает все дела и бежит его утешать. Когда он драматизирует ситуацию, папа наконец обращает на него внимание. Когда он критикует младшую сестру, родители хвалят его взрослость и проницательность. Мозг запоминает: вот оно, работает. Вот так я получаю то, что мне нужно. Нейробиологи называют это нейропластичностью, способностью мозга формировать устойчивые нейронные связи. Каждый раз, когда мы получаем подкрепление за токсичное поведение, эта связь укрепляется. И вот уже взрослый человек автоматически включает режим жертвы, критика или драматурга, даже не осознавая этого. Психолог Карл Юнг говорил: пока вы не сделаете бессознательное осознанным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Первый шаг к изменению – это осознание. Давайте разберем основные типы вампиризма и поймем, как выйти из этих ловушек. Если вы – жертва. Вы замечали за собой, что постоянно рассказываете людям о своих проблемах, что каждый разговор превращается в каталог ваших несчастий, что вы ждете утешения, поддержки, но когда ее получаете, она словно не насыщает, хочется еще и еще. Позиция жертвы кажется безопасной. Когда вы страдаете, вам не нужно брать ответственность. Вам не нужно меняться. Вам не нужно действовать. Жизнь просто случается с вами, а вы лишь пассивно переживаете удары судьбы. И знаете что? Люди поначалу сочувствуют. Они хотят помочь. Но со временем они устают. Психологи отмечают, когда мы постоянно находимся в позиции жертвы, наш мозг начинает вырабатывать кортизол, гормон стресса. Но парадокс в том, что организм к нему привыкает. Страдание становится комфортной зоной. Мы буквально подсаживаемся на собственное несчастье. Как перестать? Начните замечать, как часто вы жалуетесь. Не осуждайте себя, просто наблюдайте. Заведите дневник и записывайте, сколько раз за день вы рассказали о проблеме без намерения ее решить. Сколько раз вы отвергли предложенную помощь или совет. Следующий шаг – научиться переформулировать. Вместо «у меня опять ничего не получается» попробуйте «я столкнулся с трудностью и сейчас ищу решение». Видите разницу? В первом случае вы бессильны. Во втором – вы действуете. Выделите себе окно жалоб 15 минут в день, когда можете выговориться другу или терапевту. Но после этого окна – стоп. Переключайтесь на поиск решений. Спросите себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы ситуация хотя бы на миллиметр сдвинулась в лучшую сторону. И самое важное, начните благодарить людей не за утешение, а за конкретную помощь. Спасибо, что выслушал, замените на спасибо, что помог мне увидеть другой угол зрения. Так вы переключаете фокус с получения сочувствия на получение инструментов. Если вы – критик. Вы чувствуете внутренний импульс указать на ошибки других. Вам кажется, что вы просто хотите помочь или говорите правду. Вы замечаете промахи быстрее, чем успехи. После ваших комментариев люди становятся тише, закрываются, уходят. Критика – это способ почувствовать себя выше. Когда мы указываем на чужие недостатки, мы автоматически ставим себя в позицию эксперта, знатока, того, кто лучше знает. Это дает иллюзию контроля и значимости. Но проблема в том, что мы строим свою ценность на обесценивании других. Психолог Альфред Адлер писал о комплексе неполноценности, который люди компенсируют чувством превосходства. Когда мы не уверены в себе, мы начинаем искать недостатки в других. Это единственный способ почувствовать себя нормально. Как перестать? Первое. Признайтесь себе честно. Критика дает вам что-то. Что именно? Чувство контроля.
значимости, безопасности. Понимание этого уже половина пути. Второе. Введите правило 3 к 1. Прежде чем высказать критику, найдите 3 вещи, которые вы можете искренне похвалить в этом человеке или ситуации. Не фальшивую похвалу, а настоящую. Тренируйте мозг искать хорошее с той же скоростью, с какой он сейчас ищет плохое. Третье. Спрашивайте разрешение. Вместо «ты неправильно делаешь», попробуйте «могу я поделиться наблюдением». Если человек говорит «нет», остановитесь. Учитесь уважать границы. Не каждая ваша мысль должна быть озвучена. Четвертое. Работайте с собственной самооценкой. Найдите источники уверенности внутри себя, а не в сравнении с другими. Займитесь чем-то, в чем вы можете расти и развиваться. Когда вы растете, вам не нужно топтать других, чтобы почувствовать себя высоким. Если вы драматург, ваша жизнь похожа на сериал. Всегда есть новая история, новый конфликт, новый поворот. Вы замечаете, что преувеличиваете события, добавляете эмоций, раздуваете из мухи слона. Люди после общения с вами чувствуют себя измотанными, как после американских горок. Драма дает нам ощущение живости. Когда жизнь кажется серой и пустой, мы создаем бури, чтобы почувствовать хоть что-то. Драма также привлекает внимание. Люди смотрят на вас, слушают, реагируют. И мозг получает дозу дофамина, гормона удовольствия. Но проблема драмы в том, что она истощает не только окружающих, но и вас самих. Постоянное пребывание в состоянии эмоционального накала изнашивает нервную систему. Вы попадаете в зависимость от адреналина и не можете жить в спокойствии. Как перестать? Начните различать реальность и интерпретацию. Когда происходит событие, остановитесь и задайте себе вопрос: что произошло объективно, а что я добавил своей эмоциональной окраской? Он не ответил на сообщение. Это факт. Он игнорирует меня потому, что я ему безразличен. Это драма. Практикуйте паузу перед реакцией. Почувствовали, что эмоции накатывают? Досчитайте до 10. Глубоко вдохните. Спросите себя, что я чувствую прямо сейчас. Часто под драмой скрывается простой страх, обида или одиночество. Назовите это чувство настоящим именем. Найдите здоровые способы чувствовать себя живым. Спорт, творчество, путешествия, новые хобби – все, что дает вам яркие переживания, без разрушения отношений. Ваша потребность в интенсивности законна. Просто нужны другие способы ее удовлетворить. И самое главное – учитесь ценить тишину. Не каждая минута должна быть заполнена событиями. Спокойствие – это не скука. Спокойствие – это почва, на которой растет настоящая близость. Если вы манипулятор, вы ловите себя на том, что говорите не то, что думаете, что используете чувство вины, чтобы получить желаемое, что играете на слабостях людей, что после разговора с вами человек делает то, что нужно вам, но чувствует себя при этом странно. Манипуляция – это попытка получить контроль окольными путями. Мы манипулируем, когда боимся прямо попросить, когда не верим, что нас услышат, когда привыкли, что честность наказывается, а хитрость вознаграждается. Психологи называют это выученной беспомощностью. Когда-то в детстве вы поняли, прямо сказать «мне нужно внимание» не работает. А вот заболеть, закатить истерику, обидеться – работает. И мозг выбрал стратегию выживания. Как перестать? Первый шаг, самый страшный – начните говорить прямо. Вместо «ты никогда не проводишь со мной время» – это обвинение и манипуляция через вину. Скажите «мне не хватает времени с тобой». Можем ли мы провести вечер вместе в пятницу? Конкретно, прямо, без подтекста. Да, вас могут отвергнуть. Да, это страшно. Но знаете что? Когда вас отвергают после манипуляции, вы получаете то же самое – отказ. Только еще с привкусом фальши и недоверия. Практикуйте просить, не оправдываясь. «Мне нужна помощь» – это полное предложение. Не нужно объяснять, почему вы не справляетесь сами, как вы попали в эту ситуацию, какой вы несчастный. Просто «мне нужна помощь». Можешь помочь? Учитесь принимать «нет». Манипуляторы плохо переносят отказы. Они воспринимают их как отвержение. Но «нет» на вашу просьбу не означает «нет» вам, как личности. Это просто значит, что человек сейчас не может или не хочет. И это его право. И работайте с корневым страхом. Что случится, если я скажу прямо и получу отказ? Проживите этот страх. Осознайте, что вы переживете. Что отказ не убьет вас. Что быть уязвимым нормально.
Если вы нарцисс, вы замечаете, что каждый разговор возвращаете к себе, что вам трудно искренне радоваться чужим успехам, что критику воспринимаете как личную атаку, что постоянно нуждаетесь в восхищении, подтверждении своей особенности. Нарциссизм – это не самовлюбленность. Парадоксально, но под маской грандиозности скрывается глубокая неуверенность. Нарцисс не любит себя, он боится, что если перестанет казаться особенным, его перестанут любить вообще. Психолог Хайнц Кохут объяснял нарциссизм как результат нарушения эмпатии в детстве. Когда ребенка не видели настоящим, не отражали его истинные чувства, он создал фальшивое «я», грандиозное, идеальное, но пустое внутри. Как перестать? Начните с малого. Попробуйте выслушать человека до конца, не перебивая и не переводя тему на себя. Это невероятно трудно. Ваш мозг будет кричать «а я», «а у меня», «а про меня». Заметьте этот импульс и сдержите его. Просто слушайте. Потренируйтесь искренне хвалить других. Найдите что-то, что вы действительно цените в человеке, и скажите об этом. Без оговорок, без «но», без скрытого сравнения с собой. Просто «ты классно это сделал». Работайте с болью под маской. Найдите терапевта, который поможет вам встретиться с настоящим собой, несовершенным, уязвимым, иногда неуверенным. Поймите, что вас можно любить не за достижение, не за особенность, а просто так. За то, что вы есть. Практикуйте уязвимость. Признайтесь, что чего-то не знаете. Попросите о помощи. Покажите слабость. Это самое страшное для нарцисса, но это же и путь к настоящей близости. И помните, вам не нужно быть лучшим, чтобы быть достойным любви. Вы достойны любви, просто потому, что вы человек. Общие корни всех вампиров. Заметили общий паттерн? Все типы энергетического вампиризма растут из одной почвы – недополученной любви, внимания, признания. Мы все когда-то были детьми, которые искали способы получить то, что нам нужно. И если нормальные, здоровые способы не работали, мы находили обходные пути. Жертва получает внимание через страдание. Критик – через создание иллюзии превосходства. Драматург – через эмоциональные американские горки. Манипулятор – через скрытый контроль. Нарцисс – через грандиозность. Но вот что важно понять. Вы не застряли в этом навсегда. Нейропластичность работает в обе стороны. Так же, как мозг научился токсичным паттернам, он может научиться здоровым. Это требует времени. Это требует усилий. Это требует честности с самим собой. Но это возможно. От осознания к действию. Посмотреть на себя и увидеть собственную токсичность – один из самых смелых поступков, на который способен человек. Большинство людей никогда этого не сделают. Они будут до конца дней винить других, обстоятельства, судьбу, кого угодно, но не себя. Вы сделали первый шаг уже тем, что досмотрели это видео до конца. Вы проявили готовность посмотреть в зеркало. И это дорогого стоит. Помните, осознание того, что вы были энергетическим вампиром, не делает вас плохим человеком. Вы делали то, чему научились. То, что помогало выжить. Но теперь у вас есть выбор – продолжать по старой схеме или выбрать другой путь. Путь к здоровым отношениям начинается с честности, с умения видеть свои теневые стороны, с готовности меняться. Вы сильнее, чем думаете. Вы способны на большее, чем высасывание энергии из других. Вы достойны настоящей близости, настоящей любви, той, которая не требует манипуляций, драм и жертвенности. Начните сегодня. С малого. С одного разговора, где вы не будете жаловаться. С одной похвалы, которую вы искренне скажете другому. С одной прямой просьбы вместо манипуляции. Шаг за шагом. День за днем. И однажды вы оглянетесь назад и поймете, вы изменились. Вы стали тем человеком, рядом с которым другим хорошо. Рядом с которым люди расцветают, а не вянут. И это лучшая версия вас.